Всем привет! Недавно у меня в хозяйстве появился такой вот интересный микродвигатель. Это двигатель, ребята, прям совсем уж лютых советских времен. Я не знаю, работает он или нет. Его мне подарил подписчик вместе с новым двигателем. Это был двигатель Марс 2,5 кубических сантиметра. Подарил Гермаков Иван. Иван, спасибо еще раз тебе огромное за вот это. В этом видео я сделаю обзор этого двигателя, и мы попробуем его оживить, запустить. В общем, сейчас я вам по-быстрому покажу, что тут внутри. Как видите, у него шляпа, вот эта, цилиндр откручивается. Вот так. Вот такая у него головка цилиндра. Внутри стоит контрпоршень, потому что двигатель этот тоже компрессионного типа. Ну, контрпоршень прям люто жестко там сидит. Так даже не могу провернуть. В общем, что мы сейчас сделаем? Я его кину отмокать. Вот сюда. Пускай он здесь откисает. Ну, во-первых, надо помыть все это дело, что оно загрязненное. А мы пока дальше посмотрим, что там внутри. Ну, вот видите, поршень. Все то же самое. Очень он здесь так туго ходит. А шатун точно так же выточен на токарном станке, как и на Марсе. Я уже застал более поздние модели компрессионных двигателей. Это вот легендарный КМД 2,5. И вот такой вот движочек МК-17. Те двигатели имеют несколько другую конструкцию перепускных окон. Здесь, как вы видели, вкручивается целиком гильза с ребрами охлаждения. Ребра охлаждения, кстати, тоже накручиваются сверху на резьбу. Хочется запустить двигатель, который запускал еще мой отец, когда ходил тоже в авиамодельный кружок в своей молодости. Смотрим, что там у него за золотник. Вот так, откручиваем. И смотрим. Видно, что моторчик поюзанный, поезженный. Ну, надеюсь, запустится. Смотрим далее. Здесь у нас такая пипка есть. Вот она. Она входит в коленвал, а другим своим концом она за золотник цепляется. Так. Ну и снимем сейчас поршенек. Все закоксованное. Надо прыснуть сюда чего-нибудь. И снимаем поршенечек с шатуном. Вот. Так, сейчас мы запомним место расположения. Ну все, разрабатывается все здесь обычно довольно быстро. Вот все и разработано. Осталось его тоже туда окунуть, отмочить. И можно собирать, пробовать. Это солярочка, ребята. Ну а здесь у нас все совсем просто. Коленвал с коническим концом, на который насаживается вот эта шайба. Она тоже имеет конус. Коленвал выглядит вот так. Здесь подшипник. Видели, как он вылез отсюда легко? Практически сам по себе он там болтается. Также там есть уплотнительное кольцо. Уплотнение нужно, чтобы когда поршень вниз идет, ну, в общем, в картере создавалось разрежение, либо избыточное давление, чтобы гонять топливо. Так, собираем обратно и будем пробовать. Все-таки, я надеюсь, этот старый древний лохматый двигатель советских времен запустится. Так, поршенек. Итак, очередная установка собрана. Надеюсь, этот двигатель заведется гораздо лучше, чем МК-17. Для тех, кто не видел, напоминаю, МК-17 не завелся вообще. Что я только не делал. Попробуем, как этот себя поведет. Так, пока никак. Не хочет, да? Опять же. Вот блин.
Вообще нема компрессии. Ё-моё, а. Ох уж эти МК. Все, короче, совсем не алё. Даже ни одной вспышки не дал. Так на холодную, когда топливо испаряется и одно масло остается, в принципе компрессия какая-то есть у него. Ну вот по-нормальному не хочет. Че, я так подозреваю, эфир у меня еще не сверх фантастики. Все, что вы видели перед этим, это была ранняя запись, пару месяцев назад, может быть даже больше. За то время я уже сделал стенд для испытаний двигателей. Намесил новое топливо, свежее. И у меня возникло желание еще раз попробовать оживить этого старичка. Все-таки компрессия здесь более-менее какая-то есть. Возможно, я что-то делал неправильно. Поэтому будем пробовать делать правильно. Так, откручиваем еще чуть-чуть топлива, маловатенько. И заново процесс. Так, получил по пальцу. Ну что, друзья, можно запустить, как оказалось. То я просто, видимо, не умел. Итак, до победного. Тяжело крутится очень. Надо плоскогубчики. А то боюсь, что порэпаю все пальцы. Очень тяжко крутится контрпоршень, а его надо крутить туда-сюда. Вы это видели, друзья? Завел! Ура! Теперь можно поднастроить маленечко. Эх, ненадолго хватило. Но ничего. Первый раз обычно самый трудный. По пальцам понаполучал. Сейчас заведем, выведем в режим. Буду заводить в перчатках, потому что палец что-то уже очень болит. Отбивает капитально. Ну, перчатки тут сильно, конечно, не помогут, но... Наклеил наклеечку. Теперь можно будет обороты измерять вот этим прибором. Это тахометр бесконтактный. Одеваем перчитосы и заново. Все заново. Эх! Перчатки, конечно, поувереннее немножко. Посвящаю этот запуск всем моделистам всех времен и народов. Так, по пальцам шарахнуло, значит, надо приступать. Вот это да, друзья. Вот этим и прекрасен моделизм. А теперь надо опять это делать. Это жесть. Страшно, блин. Но надо. Ничего не поделать. Прям по ногтям. Господи. Надоело, друзья, получать по пальцам, поэтому выточил вот такой маховик. Так оно попроще будет. Он сразу несколько оборотиков делает. Ну, вот так вот, друзья. Не хочет работать, что не делай. Что не делай, не хочет работать. Уже поспалил все топливо. Блин. Ну, замерять тут нечего. Тут маленькие оборотики. Короче, я сделал, ну, просто
все, что только возможно. Ну, больше дальше двигаться некуда. На этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Кому вообще интересна эта тема. И поддержите канал лайками. С вами был Игорь Негода. Всех благодарю за внимание и всем пока.